Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, основатель и руководитель клуба Кулуар. Я решил запустить свой YouTube канал, и это видео будет знакомством с теми из вас, с кем я еще лично не знаком. Сегодня я вам расскажу свою историю гор, от первого похода по Карпатам и до вершины Эвереста. А в конце я оглашу конкурс, в котором мы разыграем 10 крутейших шапок с Непала. Вот таких. Не переключайтесь, смотрите, будет интересно. Я помню, первый раз пошел в поход, насильно взяли папа меня с мамой. И целый день, прикрывшийся панамой, мы все ползли, куда сам черт не разберет. Как проклятые шли мы без дорог, и я холодным потом обливался, под рюкзаком от тяжести склонялся и все шептал, присевши на пенек. Ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. В первый свой настоящий поход я попал в 9 лет. Это были наши родные Карпаты. Все, что я о нем помню, это очень много черники и то, что мы с отцом ловили форель, а я очень люблю рыбалку. После этого родители меня с сестрой таскали в горы 3-4 раза каждый год. И не могу сказать, что мне это сильно нравилось, скорее даже наоборот. Когда нормальные дети, мои друзья во дворе играли в футбол, мне приходилось идти со здоровенным рюкзаком, мокрым, чаще всего под дождем, куда-то в гору. Ну какому нормальному ребенку это может нравиться? Но шло время, я втянулся и понял очень простую вещь. В походах, ну и, наверное, по жизни, в принципе, всегда так. Чем хуже, тем лучше. Чем в более сложную ситуацию ты попадаешь, тем больше ты потом о ней будешь рассказывать. Именно такие моменты остаются в памяти, и именно о них ты рассказываешь своим друзьям после похода. Первая моя по-настоящему высокая вершина был Эльбрус. В августе 2013 я и два друга стояли на высшей точке Европы, на высоте 5642 метра. За несколько месяцев до этого на турфесте в Белой Церкви, в моем родном городе, общаясь с более опытными туристами, я даже боялся вслух произносить о своей цели подняться на Эльбрус. Потому что мне казалось, что меня засмеют, скажут, куда тебе еще рано, ты еще не находил, нету достаточного опыта. Но я решил, что я попробую, и я сходил. Всего две мысли у меня было, когда я стоял на вершине. Первая, это как же тут прекрасно вокруг. И вторая, что ноги моей больше так высоко не будет. Было действительно тяжело. К этому времени я уже начал развивать свой клуб туристов Кулуар. В 2014 году я для наших участников открыл 3 великолепных страны. Это был Непал, Исландия и Норвегия. 3 прекрасных страны, возможно, одних из лучших в мире, в которые я моментально влюбился. Но это означало и другое. Мне нужно было на некоторое время забыть о высоких горах и сосредоточиться на развитии клуба, и все группы приходилось водить самому. Каждый раз, идя маршрут с группой, я кайфовал и где-то себе по чуть думал о 8000. Уже тогда у меня в мозгу зародилась эта дерзкая мысль. И мне казалось это совершенно нереальным, как полет в космос. В то же время все мои знакомые, более опытные туристы, альпинисты начали отговаривать меня от 8000, говоря, что это очень сложно, что недостаточно опыта. Но я знал, что раз я решил, я должен попробовать и должен сходить, что бы мне ни говорили другие. Просто так взять и сходить на 8 нереально. Нужно постепенно готовить свой организм к высоте. Смотреть, как он поведет себя в новых, более экстремальных условиях. И для себя я составил лесенку с более низких вершин. Первая в списке это Килиманджаро, высочайшая вершина Африки. Сюда я сходил в сентябре 2016 года. Сразу за Килиманджаро с Танзании я полетел в Непал, и буквально через месяц уже было 2 гималайских шеститысячника. Это Мэра Пик 6461 метр и Айленд Пик 6189 метров. Мы сходили их за одну экспедицию, это был очень крутой экспириенс, мне очень понравилось, и я понял, что нужно пробовать что-то еще выше.
Следующей такой вершиной стала для меня Аконкагуа. Это высшая точка Аргентины, всего южного полушария и самая высокая вершина в мире за пределами Азии. Ее высота 6962 метра, почти 7000, немножко не дотягивает. На Аконкагуа я поехал сразу после трекинга в Патагонии и очень быстро сходил на эту гору. Мне повезло с погодой. Было ясно, солнечно, и за 7 дней я управился, учитывая все переезды, все трансферы, которые местные. Но Аконкагуа это такая бесснежная, технически легкая гора, и нужно было пробовать что-то тяжелее. Поэтому мой выбор пал на пик Ленина. Высота 7134, и пик Ленина считается самым простым в техническом плане 7000-ником по миру. Несмотря на то, что в техническом плане он простой, это была по-настоящему сложная рабочая гора. На нее мы не сходили из-за погодных условий. Где-то на высоте 6800-6900 в штурмовой день нам пришлось развернуться. Был сильнейший ветер, и тогда я впервые увидел, что такое обморожение до волдырей на своих же собственных пальцах. Но, тем не менее, я не расстроился, я получил очень хороший опыт и уже был готов к моему первому 8000-нику. Первым моим 8000-ником стал Манаслу. Высота 8163, 7-я вершина мира, гора Духа. Помню, когда я первый раз пришел в базовый лагерь на высоте 5000, я чуть не умер. Было настолько тяжело, я мог пройти 10-20 метров, потом мне нужно было остановиться, минуту-две отдохнуть, и только потом я мог собраться силами и идти дальше. Сзади был большой рюкзак на 25 килограмм, спереди был маленький на 10. И они очень сильно добавляли сложности. Но несмотря на это, мы быстро акклиматизировались, и уже на 13-й день после прихода в Возлах мы были на вершине. Друзья, привет с вершины Манаслу. Конечно, могу сказать, идти без кислорода на 8+, спустя 2 недели после прибытия в базовый лагерь, очень тяжело. Даже язык заплетается. Без шерпов, без кислорода. Сами сходили. Забавный факт, что у меня были глюки на высоте 8150. Буквально за 10 метров по вертикали до вершины я сел на привал и увидел Белоснежку с гномами среди леса. Но Манаслу это отдельная история, и на ютубе будет отдельный выпуск об этом, где я все в деталях расскажу, а сейчас не буду задерживать ваше внимание. Главное, что я понял после Манаслу, на 8000 ходить можно и нужно. Следующей вершиной для меня стал Эверест. Это самая высокая, самая известная и самая дорогая вершина в мире. 14 мая 2018 года я, Роман Городешный и Дима Семеренко стояли на высшей точке планеты. Насладиться видом и пейзажами нам получилось очень недолго. Спустя 10 минут после прихода погода начала резко портиться, налетел сильный ветер, начался снегопад, и нам пришлось очень быстро спускаться. Спускались мы уже в штурмовых условиях, при температуре минус 55, при сильнейшем ветре, при котором у меня сдуло маску с глаз. И я получил снежную слепоту. Кроме этого, я получил 5 обморожений пальца. И с трудом спустился на второй лагерь спустя, наверное, 40 часов после того, как началось наше восхождение на вершину мира. Но об этом скоро выйдет фильм, он уже почти готов. Там мы детально расскажем про нашу экспедицию. Поэтому подписывайтесь на канал, следите и не пропускайте, будет очень интересно. В честь запуска своего YouTube канала я объявляю конкурс. Я подарю целых 10 крутых непальских шапок, вот таких вот, которые будут разыграны среди всех комментаторов под этим видео. Дайте мне обратную связь, скажите, что вам понравилось, что можно сделать лучше, о чем вам было бы интересно услышать в следующих выпусках. И спустя неделю после публикации данного видео на моем YouTube канале в своих соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме, в Сторис я объявлю победителей, которые будут выбраны случайным образом. Путешествуйте, ходите в горы Скулуар. До встречи!